Озорные рассказы. Веселые сплетни монахинь из Пуасси. Аббатство Пуасси снискало известность у старинных авторов как обитель удовольствий. Именно там впервые зародились беспутства монашек, и оттуда пошло множество славных историй, призванных потешить мирян за счет нашей святой религии. Сие аббатство благодаря этому породило немало пословиц. Никто из нынешних умников их не понимает, хотя они и просеивают их, и разжевывают, дабы усвоить. Если вы спросите кого-нибудь из них, что такое «оливки из Пуасси», вам чинно ответят, будто это иносказательное обозначение трюфелей, а «подача их к столу», о которой прежде шутили с этими добродетельными девами, означала особый сорт соуса. Вот так писаки и попадают в истину, один раз из 100. Возвращаясь к этим добрым затворницам, про них говорили, в шутку, разумеется, что они скорее предпочли бы обнаружить в своей сорочке блудницу, нежели праведницу. Некоторые другие шутники упрекали их в том, что они подражают житиям святых на свой собственный лад, и утверждали, будто в Марии Египетской их восхищал исключительно способ, которым она расплачивалась с лодочниками. Отсюда и возникла колкость — почитать святых по обычаю Пуасси. Существовал еще крест из Пуасси, согревавший животы, и заутреннее из Пуасси, завершавшееся маленьким певчим. Наконец, о бойкой девице, до тонкости знакомой с наукой страсти, говорили, она — монахиня из Пуасси. Мужское достояние, которое мужчина может дать лишь во временное пользование, именовалось ключом от аббатства Пуасси. А чем были врата названного аббатства, нетрудно догадаться. Эти врата, дверь, калитка, проем или проход всегда оставались полуоткрытыми, отворялись куда легче, чем закрывались, и требовали огромных расходов на починку. Словом, в те времена не было изобретено ни одной любовной уловки, которая не брала бы свое начало в доброй обители Пуасси. Вы можете быть уверены, что в этих пословицах, шутках, остротах и праздных байках немало ложных преувеличений. Монахини из Пуасси были славными молодыми девицами, которые то так, то этак обманывали Бога к выгоде дьявола, как делали и многие другие. Сие вполне естественно, ибо природа наша слаба. И хотя они были монахинями, им не чужды были маленькие несовершенства. Они оказались бесплодны в одном весьма специфическом отношении, отсюда и все зло. Однако истина заключается в том, что все эти бесчинства были делом рук настоятельницы, имевшей 14 детей. Все они родились живыми, поскольку доводились до совершенства не спеша. Затейливые любовные похождения и дикое поведение этой женщины королевских кровей сделали монастырь Пуасси весьма модным местом. И с тех пор ни одно пикантное приключение в аббатствах Франции не обходилось без того, чтобы его не приписали этим бедным девушкам, которые были бы вполне довольны и 10 долей подобной славы. Позже аббатство было реформировано, и святых сестер лишили того скромного счастья и свободы, которыми они наслаждались. В старинном картулярии аббатства Тюрпени, что неподалеку от Шинона, в эти последние бурные времена нашедшем пристанище в библиотеке Азе, где хранитель был только рад его принять, я наткнулся на отрывок под заголовком «Часослов из Пуасси». Он, очевидно, был составлен веселым аббатом Тюрпени для увеселения его соседей из Юссе, Азе, Мангоги, Саши и других мест этой провинции. Я привожу эти сведения со ссылкой на авторитет духовного сана, но переработал их в собственном стиле, поскольку был вынужден перевести их с латыни на французский язык. Итак, я начинаю. В Пуасси у монахинь был обычай, когда мадмуазель, королевская дочь и их настоятельница, отправлялась на покой. Именно она первой назвала это «заниматься щипанием гуся», то есть останавливаться на прелюдиях любви, на прологах, предисловиях, протоколах, уведомлениях, извещениях, введениях, аннотациях,
проспектах, изложениях, примечаниях, эпиграфах, названиях, шмуцтитулах, колонтитулах, схолиях, пометках на полях, фронтисписах, замечаниях, золоченых обрезах, закладках, линейках, виньетках, концовках и гравировках, ни разу не открыв саму веселую книгу, чтобы прочесть, перечитать и изучить ее содержание. И она собрала воедино все эти неподсудные закону маленькие удовольствия сладкого языка, которые хоть и исходят от губ, но не производят шума, и преуспела в них настолько, что умерла девой с безупречной фигурой. Сия веселая наука впоследствии глубоко изучалась придворными дамами. Одни из них заводили любовников для щипания гуся, другие — ради чести, а иные — тех, кто имел над ними право Верховного суда и был полным хозяином всего, что почиталось куда более предпочтительным. Но продолжим. Когда эта добродетельная принцесса лежала нагая и без стыда между простынями, названные девушки, те, чьи щеки еще не покрылись морщинами, а сердца были веселы, бесшумно выскальзывали из своих келей. Они прятались в келье одной из сестер, которую все они очень любили. Там они устраивали уютные посиделки с болтовней, подкрепляемой сладостями, пирогами, ликерами и девичьими перепалками. Они изводили старших сестер, гротескно им подражая, беззлобно насмехались над ними, рассказывали истории, от которых хохотали до слез, и вытворяли 1000 проказ. Порой они мирились с топами, чтобы узнать, у кого они самые маленькие, сравнивали белую пухлость своих рук, проверяли, чей нос имеет слабость краснеть после ужина, считали веснушки, рассказывали друг другу, где у них находятся родинки, спорили, у кого цвет лица чище, у кого волосы красивее и у кого стан стройнее. Вы можете себе представить, что среди этих фигур, посвященных Богу, были прекрасные, пышные, поджарые, худые, полные, гибкие, высохшие, словом, фигуры на любой вкус. Затем они спорили между собой о том, кому требуется меньше всего ткани для пояса, и та, чей обхват был наименьшим, радовалась сама не зная чему. Порой они рассказывали о своих снах и о том, что в них видели. Часто одной или двум из них, а иногда и всем сразу снилось, будто они крепко держат в руках ключи от аббатства. Затем они советовались друг с другом по поводу своих маленьких недомоганий. Одна поцарапала палец, у другой выскочил панорицей. Эта проснулась утром с налитым кровью белком глаза, та вывихнула палец, перебирая четки. У каждой обнаруживалась какая-нибудь мелкая неприятность. Аха! Вы солгали нашей матушке, у вас ногти в белых пятнышках. Говорила одна своей соседке. Вы сегодня утром долго пробыли на исповеди, сестра, замечала другая. Должно быть, у вас немало мелких грешков для отпущения. Поскольку ничто так не похоже на кошечку, как кот, они клялись друг другу в вечной дружбе, ссорились, дулись, спорили и снова мирились, ревновали, смеялись и щипались, щипались и смеялись, а также устраивали розыгрыши для послушниц. Порой они подшучивали. Представьте, если бы к нам в один дождливый день зашел жандарм, куда бы мы его пристроили? К сестре Овидии. Ее келья такая огромная, что он мог бы войти туда прямо в шлеме. Что вы имеете в виду? Возмущалась сестра Овидия. Разве наши кельи не одинаковые? От этого девицы заходились смехом, точно лопнувшие спелые фиги. Однажды вечером они приняли в свой круг маленькую послушницу лет 17. На вид она была невинна, как новорожденное дитя, и ее можно было бы допустить к причастию без исповеди. У этой девицы давно уже текли слюнки при мысли об их тайных посиделках, маленьких пирушках и радостях, которыми монахини скрашивали святое пленение своих тел, и она едва не плакала от того, что ее туда не принимали. «Ну что?» — спросила ее сестра Овидия. «Хорошо ли тебе спалось, крошка?» «Ох,
«Нет», — ответила та. «Меня искусали блохи». «Надо же! В твоей келье блохи? От них нужно избавиться немедленно. Знаешь ли ты, как устав нашего ордена предписывает выгонять их, чтобы ни одна сестра за всю монастырскую жизнь больше не видела даже блошиного хвоста?» «Нет», — ответила послушница. «Что ж, тогда я тебя научу. Видишь ли ты здесь хоть одну блоху? Замечаешь ли их следы? Чувствуешь ли блошиный запах? Есть ли хоть какой-то признак блох в моей келье? Взгляни». «Ни одной не вижу», — сказала маленькая послушница, а была это мадмуазель де Фьен, и не чувствую никакого другого запаха, кроме нашего собственного. «Делай так, как я скажу, и тебя больше не будут кусать. Как только почувствуешь укол, ты должна раздеться, поднять сорочку и строго следить за тем, чтобы не согрешить, разглядывая свое тело. Думай только о проклятой блохе, ищи ее со всей искренностью, не отвлекаясь на посторонние вещи. Старайся лишь поймать блоху, а это дело непростое, ведь тебя легко могут ввести в заблуждение маленькие темные пятнышки на коже, с которыми ты родилась. Есть у тебя такие, крошка?» «Да», — воскликнула та. «У меня есть две темные веснушки, одна на плече, а другая на спине, довольно низко, но она спрятана в складке тела». «И как же ты ее увидела?» — спросила сестра Перпетуя. «Я о ней и не знала. Это господин де Монтрезор ее обнаружил». «Ха-ха», — усмехнулась сестра. «И это все, что он увидел?» «Он увидел все», — ответила та. «Я тогда была совсем маленькой, ему было лет 9, и мы играли вместе». Монахини едва удерживались от смеха, а сестра Овидия продолжала. «Упомянутая блоха будет скакать с твоих ног к твоим глазам, попытается спрятаться в щелях и отдушинах, будет перепрыгивать с долины на гору, стремясь от тебя сбежать. Но устав нашего дома повелевает тебе отважно преследовать ее, повторяя молитвы «Ави Мария». Как правило, на третьей молитве тварь бывает поймана». «Блоха?» — переспросила послушница. «Разумеется, блоха», — ответила сестра Овидия. «Но дабы избежать опасности этой погони, ты должна следить за тем, чтобы, прижав тварь пальцем в каком-либо месте, больше ничего не касаться. Затем, не обращая внимания на ее крики, жалобы, стоны, потуги, корчи и бунт, которые она часто пытается поднять, ты придавишь ее большим или иным пальцем той руки, что удерживает ее. А другой рукой найдешь вуаль, чтобы завязать блохе глаза и не дать ей прыгать, ибо тварь, переставая четко видеть, не будет знать, куда податься. Тем не менее, поскольку она все еще сможет тебя укусить и станет ужасно свирепствовать, тебе следует аккуратно открыть ее рот и деликатно вложить туда веточку освященного крапила, что висит над твоей подушкой. Таким образом, тварь будет вынуждена вести себя прилично. Однако помни, что устав нашего ордена запрещает владеть собственностью, и эта тварь не может принадлежать тебе. Ты должна принять во внимание, что она — одно из Божьих созданий, и постараться сделать ее более богоугодной. Поэтому прежде всего необходимо удостовериться в 3 серьезных вещей, а именно, является ли блоха самцом, самкой или же девственницей. Предположим, она девственница, что крайне редко, ибо у этих тварей нет никакой морали, все они разгульные девки и уступают первому попавшемуся обольстителю. Тогда ты схватишь ее за задние лапки, подтянешь их под ее маленькую попону, свяжешь одним из своих волосков и отнесешь к настоятельнице, которая решит ее судьбу после совещания с капитулом. Если же это самец. А как можно понять, что блоха — девственница? Спросила любопытная послушница.
«Прежде всего», — ответила сестра Овидия, — «она печальна и меланхолична, не смеется, как остальные, кусает не так больно, рот открывает не столь широко и краснеет, когда ее касаются, сама знаешь где». «В таком случае», — ответила послушница, — «меня укусил самец». При этих словах сестры зашлись таким громким и искренним хохотом, что одна из них издала басовитый звук и пролила немного воды. Сестра Овидия, указывая на лужицу на полу, произнесла: «Вот видите, ветра без дождя не бывает». Послушница и сама рассмеялась, думая, что этот смех вызван восклицанием сестры. «Итак», — продолжила сестра Овидия, — «если это блоха-самец, ты берешь свои ножницы или кинжал своего возлюбленного, если он случайно подарил тебе его на память перед твоим уходом в монастырь. Словом, вооружившись режущим инструментом, ты осторожно вскрываешь блохе бока. Будь готова услышать, как он воет, кашляет, плюется, просит о пощаде, увидеть, как он извивается, потеет, делает масляные глазки и вытворяет все, что только придет ему в голову, лишь бы оттянуть эту операцию. Но не удивляйся. Почерпни мужество в мысли о том, что поступаешь так ради возвращения заблудшей твари на путь спасения. Затем ты ловко извлекаешь почки, печень, сердце, пупок и прочие благородные органы и несколько раз погружаешь их в святую воду, омывая и очищая их там и одновременно моля Святой Дух осветить внутренности твари. После этого ты возвращаешь все эти внутренности обратно в тело блохи, которое будет с нетерпением ждать их возвращения. Окрещенная таким образом, душа этого создания становится католической. И сразу же ты берешь иголку с ниткой и с величайшей осторожностью сшиваешь блохе брюшко с таким уважением и вниманием, какие подобают брату во Христе. Ты даже помолишься за него и увидишь, как он чувствителен к этой доброте по его земным поклонам и внимательным взглядам, которыми он станет тебя одаривать. Словом, он больше не будет кричать и потеряет всякое желание тебя укусить. Часто встречаются блохи, которые умирают от счастья, обратившись таким образом в нашу святую веру. Ты будешь поступать так со всеми, кого поймаешь. А остальные, заметив это и поглазив на новообращенного, убегут прочь, настолько они развращены и настолько объяты ужасом перед мыслью стать христианами. «Значит, они злодеи», — сказала послушница. «Разве есть большее счастье, чем пребывать в лоне церкви?» «Разумеется», — ответила сестра Урсула. «Здесь мы укрыты от опасности мира и любви, а ведь в них их так много. А разве есть иная опасность, кроме как завести ребенка в неблагоприятное время?» — спросила молодая сестра. «В нынешнее царствование», — ответила Урсула, подняв голову, любовь унаследовала проказу, Антонов огонь, орденскую немочь и красную сыпь. Она смешала все лихорадки, муки, снадобья и страдания в своей прелестной ступке, чтобы выжать из них ужасное зелье, рецепт которого составил дьявол. И все это на счастье монастырям, ибо множатся перепуганные дамы, становящиеся добродетельными из страха перед такой любовью. При этих словах они сгрудились еще ближе друг к другу, спугнутые услышанным, но желая узнать больше. И неужели достаточно просто любить, чтобы так страдать? — спросила одна из сестер. «А, да!» — воскликнула сестра Овидия. «Стоит тебе хоть разочек полюбить красивого кавалера», — ответила Урсула, «и у тебя появляется шанс увидеть, как твои зубы выпадают один за другим, волосы вылезают, щеки бледнеют, бровки осыпаются, а исчезновение твоих драгоценных прелестей заставит тебя изрядно вздыхать. У иных бедных женщин носы покрываются струпьями, а у других завелась отвратительная тварь со стою когтями, которая гложет их самые нежные места. Папе Римскому в конце концов пришлось даже предать анафеме подобного рода любовь. Ах!
Как же мне повезло, что со мной ничего такого не случилось. Воскликнула послушница. Услышав это воспоминание о любви, сестры заподозрили, что малютка уклонилась с праведного пути от жара какого-нибудь креста из Пуасси, а теперь просто шутит с сестрой Овидией и выводит ее на чистую воду. Все обрадовались, что в их компании оказалась такая веселая плутовка, и стали расспрашивать, какому же приключению они обязаны подобным удовольствием. «Ах!» — сказала она. «Я просто дала укусить себя одному большому блоху, который уже был окрещен». При этих словах сестра, издавшая басовитый звук, не смогла сдержать второго знака. «Эй!» — сказала сестра Овидия. «Теперь ты просто обязана выдать нам и третий. Если бы ты заговорила на этом языке в хорах, настоятельница посадила бы тебя на диету, как сестру Петронилу. Так что надень сурдинку на свою трубу». А правда ли, что вы знали при жизни ту сестру Петронилу, которой Бог даровал благодать ходить в отхожее место всего 2 раза в год? Спросила сестра Урсула. «Да», — ответила Овидия. И однажды вечером случилось так, что ей пришлось просидеть на престоле вплоть до самой заутрени, повторяя «Я здесь по воле Божьей». Но при первом же стихе молитвы она освободилась, дабы не пропустить службу. Тем не менее, покойная настоятельница не пожелала признать, что это была особая милость, ниспосланная свыше, и говорила, будто Бог не глядит так низко. Вот каковы факты этого дела. Наша покойная сестра, чьей канонизации наш орден добивается сейчас при папском дворе, и добился бы давно, если бы смог оплатить надлежащие расходы на папскую буллу, так вот, эта Петронила питала честолюбивое желание занести свое имя в календарь святых, что ничуть не вредило нашему ордену. Она жила в одних лишь молитвах, пребывала в экстазе перед алтарем Девы Марии, что со стороны полей, и так отчетливо притворялась, будто слышит полет ангелов в раю, что была способна мурлыкать мотивы, которые они пели. Вы все знаете, что она переняла у них песнопение «Адаремус», ни единой ноты из которого не смог бы придумать ни один человек. Она простаивала днями с неподвижным взглядом, точно звезда, постилась и отправляла в свое тело не больше пищи, чем я могла бы поместить себе в глаз. Она дала обет никогда не пробовать мяса, ни вареного, ни сырого, и съедала лишь корку хлеба в день. Но по большим праздникам добавляла к ней кусочек соленой рыбы без всякого соуса. От такой диеты она ужасно исхудала, стала желтой, как шафран, и сухой, точно старая кость на кладбище. Ибо была она пылкого нрава, и любой, кто имел счастье столкнуться с ней, высек бы искру, как из кремня. Однако, как бы мало она ни ела, ей не удалось избежать немощи, которой, к счастью или к несчастью, мы все более или менее подвержены. Если бы дело обстояло иначе, мы оказались бы в весьма затруднительном положении. Речь идет об обязанностях выводить из себя после еды, подобно всем прочим животным, материю более или менее приятную в зависимости от телосложения. Так вот, сестра Петронила отличалась от всех остальных тем, что выводила материю, подобную той, что оставляет олень. А это самые твердые вещества, которые только производит чей-либо желудок, в чем вы легко убедитесь, если вам доводилось наступать на них на лесной поляне. За их твердость на языке лесничих их называют дробинами. Эта особенность сестры Петронилы не была противоестественной, поскольку долгие посты поддерживали ее темперамент в постоянном жару. По словам старших сестер, ее натура была настолько палящей, что, когда вода касалась ее, раздавалось «уф», точно от раскаленного угля. Нашлись сестры, которые обвиняли ее в том, что по ночам она тайком жарила яйца между пальцами ног, дабы поддерживать свои суровые подвиги. Но все это были сплетни, придуманные для того, чтобы очернить ее великую святость, которой завидовали все другие монастыри.
Нашу сестру направлял по пути спасения и божественного совершенства аббат святого Жермена из Парижа, святой человек, который всегда завершал свои наставления главным — приносить Богу все наши тяготы и покоряться Его воле, ибо ничто не происходит без Его прямого повеления. Это учение, показавшееся весьма мудрым на первый взгляд, послужило поводом для великих споров и было в конце концов осуждено по заявлению кардинала Шатильона, который заявил, что при таком раскладе греха вообще бы не существовало, а это значительно сократило бы доходы церкви. Однако сестра Петронилла жила, проникнувшись этим чувством и не ведая о его опасности. После Великого Поста и говения по случаю Большого юбилея, впервые за 8 месяцев она почувствовала нужду посетить нужник и отправилась туда. Там, храбро подвязав платье, она устроилась в том положении, в котором мы, бедные грешницы, оказываемся куда чаще. Но сестре Петрониле удалось лишь вытолкнуть самое начало, которое заставило ее отдуваться, пока все остальное никак не решалось последовать за ним. Несмотря на все усилия, поджимание губ и потуги всего тела, ее гость предпочел остаться в ее благословенном теле. Он лишь выставил наружу головку, словно лягушка, высунувшаяся подышать воздухом, и совершенно не испытывал желания падать в долу милосердия к остальным, утверждая, что там он окажется вовсе не в благоухании святости. И эта мысль была весьма хороша для обыкновенного комка грязи. Добропорядочная святая, испробовав все методы принуждения, перенапряг мышцы и натянув нервы своего худой физиономии так, что они вздулись, осознала, что нет в мире большего страдания. И когда ее мучения достигли вершины сфинктерного ужаса, она воскликнула: «А, Господи! Тебе приношу я это». При этой молитве окаменевшая материя отломилась и упала, как кремень, ударившись о стенку нужника с громким «крок, крок, кроок, бац». Вы легко можете понять, милые сестры, что ей даже не потребовалась подтирка, и она просто убрала все оставшееся обратно. «Значит, она увидела ангелов?» — спросила одна. «А у них есть задница?» — поинтересовалась другая. «Конечно же нет», — ответила Урсула. «Разве вы не знаете, что в день общего собрания, когда Господь велел им сесть, они ответили ему, что им нечем? После этого они отправились спать, кто-то в одиночестве, а кто-то почти в одиночестве. Это были славные девушки, никому не причинявшие вреда, кроме самих себя. Я не могу оставить их, не рассказав об одном приключении, которое произошло в их доме в те времена, когда реформа прошлась по нему губкой, превратив их всех в святых, как уже говорилось ранее. В ту пору на епископской кафедре Парижа восседал самый настоящий святой. Он не хвастал своими делами и пёкся лишь о бедных и страдающих, которых дорогой старый епископ поселил в своем сердце. Он пренебрегал собственными интересами ради их блага и отыскивал нужду, дабы исцелять ее словами, помощью, заботой и деньгами, смотря по обстоятельствам. Он был одинаково готов утешить в несчастьях как богатого, так и бедного, подтатывая их души и возвращая их к Богу, и метался туда и сюда, оберегая свое стадо, милый пастырь. Этот добрый человек ходил, не обращая никакого внимания на состояние своих сутан, плащей и штанов, лишь бы прикрыть наготу членов церкви. Он был настолько милосерден, что заложил бы самого себя, только бы спасти нечестивца от бедствия. Слугам приходилось внимательно за ним присматривать. Намного чаще он бранил их, когда они без спроса меняли его изношенные одежды на новые. И он заставлял штопать и латать их до тех пор, пока они вообще могли держаться вместе. Так вот, этот добрый архиепископ знал, что покойный сеньор де Пуасси оставил дочку без единого су и без единой тряпки, пропив, проев и проиграв все свое наследство.
Эта бедная молодая дама жила в лачуге, без огня зимой и без черешни весной, и занималась шитьем, не желая ни выходить замуж за человека ниже себя по положению, ни продавать свою добродетель. Ожидая того времени, когда он сможет найти для нее молодого мужа, прилад забрал себе в голову мысль отправить ей внешнюю оболочку такового для починки в лице своих старых штанов. За эту работу молодая дама в ее нынешнем положении взялась бы с огромной радостью. В один из дней, когда архиепископ размышлял про себя о том, что ему следует наведаться в монастырь Пуасси, дабы проведать исправленных затворниц, он отдал одному из своих слуг самое старое из своих нижних одеяний, остро нуждавшееся в иголке с ниткой, проговорив: «Отнеси это, сынто, девицам из Пуасси», имея в виду девицы из Пуасси. Задумавшись о монастырских делах, он не сообщил своему слуге адрес дома этой дамы, поскольку ее отчаянное положение он из деликатности держал в секрете. Сынто взял штаны и отправился в Пуасси, веселый, как кузнечик. По дороге он останавливался поболтать со встречными приятелями, утолял жажду в придорожных тавернах и показал штанам за время пути немало такого, что в будущем могло бы оказаться для них весьма полезным. Наконец он прибыл в монастырь и известил настоятельницу, что его господин прислал его передать ей эти вещи. Когда слуга удалился, оставив почтенной матери одеяние, привыкшей облекать рельефные архиепископские пропорции воздержанной натуры доброго человека, по моде того времени, со всеми теми выпуклостями вещей, которых Вечный Отец лишил своих ангелов и которые у доброго прилата вовсе не страдали недостатком объема. Матушка-настоятельница, уведомив сестер о драгоценном послании доброго архиепископа, созвала их. Они прибежали в спешке, любопытные и толкающиеся, точно муравьи, в чью республику упала каштановая кожура. Когда они развернули штаны, которые ужасающе зияли, сестры возопили, прикрыв глаза одной рукой из великого страха увидеть вылезающего дьявола, а настоятельница воскликнула: «Скройтесь, дочери мои, ибо сие есть обитель смертного греха». Наставница послушниц, взглянув украдкой сквозь пальцы, вернула мужество святому отряду, поклявшись Аве Мария, что в штанах не обитает ни одна живая душа. Тогда они все в волю покраснели, разглядывая это пристанище и думая, не желал ли прилат, чтобы они открыли в нем некое мудрое наставление или евангельскую притчу. И хотя зрелище это произвело некоторое опустошение в сердцах самых добродетельных дев, они не обратили внимания на трепет своих чресл. Окропив дно этой бездны святой водой, одна прикоснулась к нему, другая просунула палец в дырочку, стряхнув робость при осмотре. Утверждали даже, будто после того, как их первое волнение улеглось, настоятельница обрела достаточно твердый голос, чтобы произнести: «Что там на самом дне? С какой целью наш Отец прислал нам то, что довершает погибель женщин? Прошло уже 15 лет, дорогая матушка, как мне было позволено взоревать на это логово демона», — молвила одна. «Замолчите, дочь моя. Вы мешаете мне подумать о том, как лучше поступить». И вот эти архиепископские штаны крутили и вертели, разглядывали и переглядывали, тянули в одну сторону, тянули в другую, выворачивали наизнанку. О них так много говорили, спорили, думали и видели их во сне днем и ночью, что на следующий день одна из сестер, отпев заутренню, произнесла: «Сестры, я разгадала притчу архиепископа. Он прислал нам свое одеяние для починки в качестве умерщвления плоти и как святое предостережение избегать праздности, настоятельницы всех пороков». Тут же началась суматоха, дабы завладеть штанами. Однако настоятельница, употребив свою высокую власть, оставила размышления над этим почворком за собой. В течение 10 дней она была занята тем, что молилась и шила названные штаны, подшивая их шелком, делая двойные швы, аккуратно заделанные во всем смирении.
Затем, когда капитул собрался, было решено, что монастырь должен засвидетельствовать названному архиепископу милым подарком свою радость от того, что он помнит о своих даутерс, о своих дочерях во Христе. И тогда всем им, вплоть до самой младшей, пришлось приложить руку к этим благословенным штанам, дабы воздать честь добродетели доброго человека. Тем временем у прилата было столько дел, что он совершенно забыл про свое одеяние. И вот как это произошло. Он познакомился с одним придворным дворянином, который, потеряв жену, злую и бесплодную Мегеру, признался доброму священнику, что страстно мечтает встретить добродетельную женщину, уповающую на Бога, с которой он вряд ли будет ссориться и которая родит ему прелестных детей. Такую он хотел бы вести за руку и полностью ей доверять. Тогда святой человек нарисовал такой портрет мадемуазель де Пуасси, что эта красавица вскоре стала мадам де Женуяк. Свадьбу сыграли в архиепископском дворце, где был устроен пир первого разряда, а за столом восседали дамы самого высокого происхождения и весь цвет двора. Среди них невеста казалась самой прекрасной, тем более что она непременно была девственницей, ведь архиепископ лично ручался за ее добродетель. Когда фрукты, варенье и выпечка со множеством украшений были расставлены на скатерти, Сенто сказал архиепископу: «Монсеньор, ваши возлюбленные дочери из Пуасси прислали вам великолепное блюдо для центра стола. Поставьте его туда», — молвил добрый человек, с восхищением взирая на сооружение из бархата и атласа, расшитое тонкими лентами в форме старинной вазы, из-под крышки которой исходило множество изысканных ароматов. Невеста тут же приподняла крышку и обнаружила внутри сладости, пирожные и те вкусные лакомства, которым дамы так неравнодушны. Но одна из них, экая любопытная молитвенница, заметив кусочек шелка, потянула его к себе и выставила на обозрение обиталище человеческого циркуля. Это привело прилата в величайшее смущение, ибо смех за столом раскатился подобно залпу артиллерии. Отличное блюдо поставили в центр стола. Воскликнул жених. У этих молодых девиц прекрасный вкус. В нем сокрыты все сладости супружеской жизни. Едва ли можно найти мораль лучше той, которую вывел господин де Женуяк. А потому иная здесь и не требуется.